Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на вторую половину месяца июня. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что же произойдет непосредственно у вас. Я думаю, что большинству из вас это видео подойдет, поэтому не стесняйтесь, пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я буду очень рада ответить вам на ваши сообщения. Кроме того, подпишитесь, если вы не хотите потерять в дальнейшем мои видео, мои расклады, если они кажутся вам полезными. Также можете поделиться этим видео с кем-то из ваших знакомых козерогов, если считаете, что им этот расклад может подходить. Более того, иногда на моем канале проходит акция в виде нумерологического разбора даты рождения. Если это видео попадет в эту акцию, я под сообщением, видео напишу сообщение касаемо этого варианта разбора. Может быть, даже буду каждую неделю такую акцию выпускать, поэтому смотрите, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Итак, начинаем мы с 15-30 июня, соответственно, этот кусок времени смотрим, какие карты у вас будут выпадать. Итак, первая карта, карта шестерка пентаклей, это карта баланса в том, что вы получаете и сколько вы отдаете, соответственно. То есть это обмен энергией. Шестерка пентаклей — это всегда круговорот, касающийся вот этого взаимного обмена энергией. Когда вы что-то дарите, получаете эмоцию взамен. Когда вы что-то покупаете, да, вы даете деньги, получаете товар взамен. Ну и, соответственно, может быть, вы получаете от другого человека какие-то деньги, продавая там свою какую-то услугу или выполняя какую-то конкретную совершенно работу, которую можно получить. То есть вот здесь вот вам нужен баланс между этой отдачей и получением, чтобы был действительно баланс и в отношениях в том числе. Тут же есть восьмерка кубков. Возможно, вы здесь хотите от чего-то уйти, что больше не соответствует вашим интересам или что эмоционально не кажется вам подходящим, что вас не удовлетворяет. То есть вы готовы отвернуться как будто и двигаться в сторону чего-то другого, может быть, неизвестного, но уйти от того, что вам не подходит. Может быть, хлопнуть дверью, уйти, оставить что-то, потому что вы не чувствуете той отдачи, возможно, которую хотели бы. Вот вы кому-то вкладываетесь, много ресурсов отдаете, не получаете результата. Работаете много работаете, а повышения не получаете, допустим, или той зарплаты, которую хотели бы, не получаете. Да, то есть какого-то рода такие события здесь могут происходить. То есть действительно как необходимость в том, в чем вы разочаровались, не зацикливаться на этом, да, а просто иметь смелость и возможность развернуться, уйти, если вам это больше не подходит. Вот и все. Вот она, восьмерка кубков. В целом, давайте посмотрим, что еще здесь может быть. Может быть, вы уходите от каких-то привязанностей, от каких-то шаблонов поведения или каких-то токсичных отношений или какой-то идеи, которая давлела над вами, да, по карте дьявола и как-то вас связывала по рукам и ногам, козероги. А в целом здесь можно говорить о том, что по дьяволу, дьявол-то ваша карта, вы, возможно, что-то воспринимали определенным видением, да, как вот вам правильным казалось, понимаете, что нужно от этих установок или моделей поведения уходить, или от какой-то привычки, зависимости, чего угодно, что мешало вам двигаться дальше или от чего вы не получали должного удовольствия. Может быть, что-то, что вредило вам, не приносило пользы, не приносило результата. Я говорила, что уже или работа, которая не приносила результата и которая для вас была как кабала, такая обуза, потому что сковывала вас цепями по рукам и ногам. Или отношения, где много страсти, но мало любви. По дьяволу тоже. То есть вы как будто бы здесь готовы попытаться уйти от вот чего-то такого вот сдерживающего вас, какой-то ограничивающей ситуации, какой-то зависимой, навязчивой энергии, нездоровой или токсичной. И вы пытаетесь от этого уйти от этой ситуации, которую олицетворяет дьявол, неприятной, достаточно такая навязчивая энергия. В краткосрочной перспективе она может быть продуктивной. Допустим, если вы пытаетесь что-то сделать вот в короткий интервал времени, то вы действительно можете направить всю энергию свою из всех сфер жизни, ее сконцентрировать на достижении этого результата и навязчивыми быть в том, чтобы вот достичь результата именно в каком-то одном вопросе. И действительно можете прийти к этому
к этому результату, да, но такое действие, оно может быть вредным для вашего здоровья, допустим, потому что вы сильно истощаете себя, свои ресурсы, то есть тоже это как будто бы вызывает у вас по 8 кубков желание так больше не делать, да, или не делать таких рывков каких-то, как стахановцы, то есть вот что-то такое тоже может здесь быть, потому что это вредит вашему физическому там, или духовному, ментальному здоровью, но есть какие-то соблазны, которые вас заставляли это делать, может быть, получение выгоды, там, получение денег, да, но при этом вы переусердствовали в плане работы. Тут же 3 мечей у вас также есть, карта разбитого сердца, эмоциональной боли, может быть, для кого-то расставание, потому что оно может быть болезненным, если в паре, да, это происходит, или предательство, разочарование, из-за предательства уход от этого, из-за измены, допустим, тоже, то есть отдавали много в чувства, вкладывали много в эти отношения, а получили вместо этого вот какую-то душевную боль или разочарование. То есть во что-то, во что вы вложили немало усилий, или эмоционально, или даже морально, там, ментально, или в плане денег, да, но не получили той отдачи, которую бы хотели, и понимаете, что нужно от этой ситуации уходить, потому что она вам больше не подходит. Может быть, кто-то разрывает какой-то контракт, который связывал вас по рукам и ногам в плане работы. И вы понимаете, что да, вы, может быть, даже что-то теряете, совершая этот уход, но как бы ни было больно, так будет лучше. И карта 5 жезлов, карта конфликтов, каких-то разногласий, которые у вас могли бы возникать с окружающими. И тут же у вас есть карта 6 жезлов. Да, вы действительно можете испытывать какую-то эмоциональную боль с 3 мечей, разочарование из-за конфликтов или выяснения отношений. Может быть, острое осознание того, что вам причинила боль какая-то ситуация неприятная, конфликтная. Но здесь вместе с 6 жезлов вы запускаете определенный процесс изменений, которые в вашей жизни происходят, и вы принимаете правильные решения, делаете правильные действия, которые ведут вас к успеху, потому что вы здесь становитесь выше других. В конфликтах с другими людьми, в конфликтах с самим собой, да, в конце концов, в какой-то конкурентной борьбе вы умеете, видя четкую цель и понимая, как вам нужно себя вести, да, вы можете прийти к победе как раз благодаря вот этой разумности, стратегии, мудрости вашей, то есть умеете отключаться от внешнего шума, от чужого мнения, и эта ситуация закончится триумфом, победой, 6 жезлов, может быть, общественным признанием, которое к вам приходит в связи с этой победой. То есть карта на самом деле это хорошая. 5 пентаклей, которая здесь также есть, 10 жезлов, но опять-таки чувство перегруженности, абьюза, абузы, тяжести по 10 жезлов, может быть, недопонимание и конфликта, которое у вас возникло и вызвало, собственно, да, эту сердечную боль, вас ранило. 5 пентаклей, ощущение преданности, предательства или нехватки денег, потому что вы во что-то вложились, а оно не окупило себя. Чувство потерь денежных или чувство, что я не нужен. Или, вы знаете, по 5 пентаклей вот это ощущение разочарования, которое дает эта 5 пентаклей в этой ситуации, оно показывает, что вы действительно как будто бы страдаете. Вы взяли на себя слишком много, вы чувствуете себя из-за этого очень сильно подавленными, чтобы вот это все на плаву удержать, и чтобы, может быть, помогать другим, и для вас это как абуза. То есть вы чувствуете себя или эмоционально, или финансово, или материально истощенными, и 5 пентаклей вот здесь вот, эта карта нищего, она вызывает совершенно такой четкий отклик, в первую очередь материальной, как бедности, нехватки. Ощущение, что чего-то вам не хватает здесь материального, или что вы в чем-то недостаточно хороши, и вам хочется, даже не то, что вам хочется, а вы чувствуете, как вас изолируют от этого мира, да, как будто бы вот вы понимаете, что вы больше не будете кому-то помогать, вы не хотите больше кому-то вот раздаривать свои там эмоции, чувства или там, да, какое-то свое время, потому что это ловушка, и что вы таким образом себя только втягиваете в какую-то кабалу. Вот она 5 пентаклей. То есть вы понимаете, что отдавая, постоянно отдавая и не получая, не пополняя ресурсы, вы просто теряете свои силы. Если вы много вкладываетесь в отношения, в которых вас не любят, то вас все равно оставят в одиночестве, оставят изолированными. И вот не получится все равно, да, влюбить в себя, если вас не любят, к примеру, да, то есть это невозможно просто будет. И вам нужно направить свою энергию, свои ресурсы в правильное русло, а не бороться над тем, что не работает.
И вот это то, что здесь основное, наверное, вот этот посыл. То есть чувство подавленности, ощущение, что вы перегружаете себя вот этими вот своими попытками, оно для вас как тяжелое непосильное бремя воспринимается. Вам нужно от этого состояния как-то уйти. Вот она, 8 кубков. Колесница уйти, 6 жезлов, колесница, двигаться дальше, двигаться к успеху, к прогрессу. Принц жезлов, найти в себе этот внутренний огонь, пылкости, энтузиазма, веры в то, что вы справитесь, сможете, что у вас достаточно огня, да, хоть вы и не огненный знак, вы земной знак, но вы как будто в себе вот должны этот костер, этот огонь разжечь на том фундаменте, который у вас есть, на том фундаменте, который у вас остается по рыцарю жезлов. То есть, да, может быть, это такая вот достаточно сложная ситуация для вас в середине месяца или там до конца месяца, но у вас должен быть все-таки энтузиазм для того, чтобы двигаться вперед, чтобы все позади оставить, что вам не подходит, что вам не нравится. То есть вы принимаете решение отвернуться от того, что вас не устраивает, и двигаться дальше. И колесница, она правда несет успех, она несет успех благодаря силе воли, настойчивости и умению вашему контролировать ситуацию, а также умение идти к цели, к победе. Да? И тут вот эта страсть по рыцарю огня, скорость, которую дает рыцарь огня, он действительно показывает, что вы здесь готовы наконец-то, знаете, вот как не думать долго, а вот в конце концов решить, что да сколько можно, да, и вот раз и навсегда, вот там, не знаю, годами были в каких-то тяжелых отношениях, абьюзивных, а потом думаете, да сколько можно, в конце концов, взяли в один день чемоданы, собрали и уехали. Вот. Или на работе. Долго-долго там находились под каким-то гнетом, давлением, маленькой зарплатой. И тут думаете, да сколько можно? Пошли к начальнику, оставили заявление и ушли. И нашли другую работу. То есть для вас это будет как, этот уход будет предпосылкой к другому, совершенно более искрометному, вот, по рыцарю жезлов, и быстрому движению к новой, другой цели, которая будет более для вас хорошей, перспективной. Давайте посмотрим. Еще есть 6 кубков, есть 7 кубков. Кубки и там 6, 7 подряд. И тут 6, 7 кубков. Да, здесь речь может идти, но опять-таки выбор. У вас есть выбор остаться с тем, что у вас много привязанности вызывает, потому что дьявол и 6 кубков идут как бы в стяжке друг с другом вместе. Они показывают, что вы к чему-то привязаны, у вас о чем-то есть ностальгия, у вас есть страстное желание сохранить то, что вы с нежностью воспринимаете, или что много имеет общего у вас с прошлым, или у вас общие дети, или у вас вот как общая история какая-то очень серьезная, или были какие-то планы, касающиеся детей. То есть вот прям как что-то касающееся вот семьи, уюта, дома, вот этой вот истории очага семейного или прошлого, которое вас связывает. Вот много лет вместе или много лет работаю на этой работе, там большой стаж, знаком с коллективом, как родственники, да, там коллектив, но начальник деспот, к примеру, и плохая зарплата, да, ну вот такое. То есть у вас есть большая ностальгия об этом, может быть, вы там на пенсию уходите, может быть, вы с триумфом выходите на пенсию, но понимаете, что пенсия будет меньше вашей зарплаты, и это как-то вас беспокоит, да, но при этом вы уходите от ситуации привычного шаблона, да, когда вы работали. 6 кубков, это вызывает много-много-много воспоминаний в вашей памяти. Но при этом здесь есть и 7 кубков, варианты, которые вам дают эти изменения, варианты, которые у вас появляются, какие-то возможности, которые у вас появляются, когда эти изменения происходят. То есть вы как будто бы рассматриваете каких-то предложений несколько или каких-то возможностей. Вот когда вы уходите от этой ситуации, что вы дальше будете делать? Чем будете заниматься? Ушли от отношений, у вас есть вариант выбора других отношений. То есть ходите на свидание, с кем-то общаетесь, флиртуете, знакомитесь. Ушли с работы трудоспособного возраста, может быть, вы смотрите, какие варианты другие работы есть на рынке труда. Может быть, вы здесь, если вы на пенсию ушли, смотрите, какие варианты у вас есть касаемо хобби, начать вязать спицами, сажать цветы, ходить на рыбалку, да, рыбачить, или что вы можете сделать. Какие-то варианты рассматриваете, мол, хорошо, вот это мне не подходит, я от этого ухожу.
ухожу, что у меня еще есть, какие желания несбывшиеся я могу реализовать, что я могу еще сделать. То есть вы как будто бы уже не идеализируете то, что у вас было раньше, а раньше идеализировали, смотрели на все сквозь розовые очки и какие-то иллюзии питали и строили. Сейчас вы уже их не питаете, эти иллюзии. Вы уже понимаете, что то, что было в прошлом, осталось в прошлом. Не нужно находиться в золотой клетке и радоваться этой клетке. Да, может быть здесь о золотой клетке как раз речь идет, да, где вас постоянно кормят какими-то благами. Да, то есть вы понимаете, что нет, вам больше это не нужно. Вы понимаете, что вы должны выйти из этой ситуации. Ну, совершенно очевидно, что вы это, скорее всего, и делаете. То есть здесь все карты показывают, что, ну вот, скорее всего, вы уходите от этой сердечной боли и понимания, что так больше продолжаться не может. Шестерка мечей, уход от плохого, от худшего к лучшему. То есть уход от ностальгии о прошлом, уход от какой-то истории к лучшим событиям, к другим переменам для вас, каким-то позитивным изменениям для вас. То есть карта хорошая, шестерка мечей. Карта туза кубков, вот здесь вот ее положим. То есть переход к лучшему, кубки, много вариантов, возможностей. И вот он, этот золотой кубок с голубем, который у вас есть. То есть получение другой возможности, лучшие возможности, которая дарит много радости, много энтузиазма, много позитива в вашей жизни. Да? То есть вот очень хорошая карта туза кубков, и которую здесь нужно использовать. Я думаю, что на этом я свой расклад завершу, потому что и так он достаточно такой уже хороший, я думаю, глубокий, потому что много вариантов мы задействовали, рассмотрели. Пишите в ваших комментариях, насколько этот расклад близок к тому, что происходит непосредственно в вашей жизни. Я буду очень рада услышать, соответственно, да, вашу историю, вашу ситуацию. Будет интересно ее узнать. Пишите, не стесняйтесь. И также читайте внимательно обновления мои касаемо акций, если они будут проходить, эти акции, да, по дате дня рождения. Пишите, тоже не стесняйтесь, участвуйте в розыгрыше. Мне будет интересно разобрать вашу дату рождения, если она будет. Опять-таки, я не знаю, буду ли я в этом видео именно ее закреплять. На этом с вами прощаюсь. До скорого!